Здравствуйте, канал Masters of Body снова с вами. И в сегодняшнем выпуске мы с Андреем и вместе с вами попробуем разобраться, какие же упражнения для ног являются лучшими. Андрюха, какие ты считаешь вот, из своего опыта, из своих клиентов, вот навскидку, сейчас будем разбираться, вот, твое мнение, лучше? 2, 3, 4 максимум. Ну, многие не любят приседать со штангой. Я считаю, это база, но гак приседания, жим ногами и разгибатель бедра сидя. Вот такое мнение. Допустим, я однозначно соглашусь с жимом ногами. Я бы добавил машину Смита, сейчас расскажем почему, где и для кого. Но все-таки для того, чтобы ответить на этот вопрос, какие упражнения лучше, давайте разберемся, что такое есть упражнение. Андрюха, скажи ты, что ты думаешь, что такое упражнение, в принципе, философски, глобально? Упражнение – это определенное движение на определенную группу мышц в определенной технике и траектории, которая даст определенный результат при правильной технике. Андрей вам сейчас озвучил, в принципе, такую инфизовскую базовую версию. Я решил поговорить более философски. Упражнение, как я это смотрю, это инструмент. Инструмент, который при правильном выборе инструмента помогает решить поставленную задачу, чтобы в итоге дойти до заданной цели. Поэтому, когда кто-то говорит, это упражнение плохое, а это хорошее, представьте слесаря с ящиком инструментом, который говорит, молоток хорошо, плоскогубцы плохо. Это также невежественно и некачественно. Нет плохих и хороших упражнений. Да. Все нужны для чего-то. Вопрос, как грамотно вы их компонуете. И сегодня, чтобы в этом разобраться, мы проанализируем отношение к этим упражнениям нескольких категорий людей. В первую очередь мы возьмем молодых. Начинающих спортсменов, мужчин и женщин, парней и девчонок возьмем. Так, мы не будем брать опытных юзеров, профиков, там все для себя уже определили, там нечего добавить и не нужно. Но они интуитивно уже тренируются, интуитивно, они чувствуют все, начитались, что там все знают. И возьмем другие две категории возрастных, также мужчин и женщин. Потому что большинство клиентов наших являются именно теми людьми, я думаю, всех тренеров, о которых я сейчас сказал. То есть либо молодые начинающие, либо уже возрастные, люди более кто меньше, неважно, 35-45, которых уже можно отнести к возрастным. И поэтому мы сейчас возьмем несколько популярных, назовем их, не самых лучших, популярных упражнений, покажем, проанализируем, для какой категории людей подходит больше, для какой меньше, поставим, так сказать, виртуальные плюсики и таким нехитрым голосованием выберем лучшее упражнение, которое подходит большинству категорий, или их несколько будет для всех. Поехали! Итак, начали, конечно же, с приседания. Андрюха, давай по категориям. Первая категория у нас молодые начинающие парни. Говори. Приседание со штангой, база, хорошее упражнение, цепляет полностью все бедро и захватывает ягодицу. Плюсик. Плюсик. Приседание для категории парни начинающие, плюс. Да, как Андрей сказал, прицепляет не просто нижнюю часть, а в принципе все тело. То есть если молодой человек, неважно, хочет он подсушиться или набрать силы или мышечной массы, то есть без приседаний движения вперед просто не будет. Настолько оно взаимодействующее. Теперь следующая категория – молодые начинающие девушки. Женщины, девушки, начинающие. Дальше, что скажешь? Не всем это зайдет, но это тоже важно и нужно. И тем, кому зайдет, отлично. Хорошо. Кому не всем и почему? У многих девушек есть такая особенность физиологии, как бы ты ни выставлял им положение ног, у них отрываются пятки. Плюс еще надо учитывать тот факт, не все могут реально физиологически держать спину, как бы ты ни выставлял, хоть без веса, хоть с пустым грифом, хоть с чем-то. Поэтому 50 на 50, мое мнение. Тут согласен с тобой на 100%. Еще лишь добавлю, что у некоторых сейчас девчонок, женщин, девушек есть тоже такая физиологическая особенность. Это плотные крепкие ноги. Да. И поэтому классические приседания, которые показал я со штангой,
как бы не всем зайдут, но однозначно скажу, что для начинающих как база хотя бы до какого-то минимума дойти с ним стоит, а тот вариант, который показал Андрей из гантелей, там Сумо. легче, например, и спину держать, то, что Совершенно женщина больше. верно. Поэтому мы сейчас говорим не только о приседании со штангой на плечах, но и разновидностей. Вот. И там спину легче держать, центр тяжести ниже, Да. как ни крути, осевая нагрузка на позвоночник чуть меньше. И многим девчонкам, как показывает опыт, легче включить именно те заветные ягодицы. Да, Даже они все начинающим. хотят ягодицы и Да, хотят, и все чтобы хотят бедро ноги. не включалось. Но плюс все равно, плюс штанги это разовьет в их последующих тренировках выносливость и силу для других упражнений. Ну да, в любом случае, если хотят попалить колораж, то есть научиться приседать как минимум стоит научиться. Можно потом это упражнение не считать лучшим для себя, но оно должно быть в обойме, я считаю, у любого спортсмена. Но пробовать его надо по-любому. Нет, то есть в обойму его надо брать в той или иной степени, поэтому ставим и плюс, и минус для категории 50 на 50. 50 на 50, плюс-минус категория молодые начинающие девушки. Теперь категория возрастных спортсменов. Ну, сейчас тяжело сказать, 40 это плюс или сколько там, 35 уже для некоторых плюс. Или Возьмем 50 мужчины, плюс. Да, потому что я еще в 42 фигачил, как и ты. Ну, а есть мужчины, которые в 35 тоже имеют уже много накопившихся проблем хронических. Поэтому, ну, здесь сразу скажу, что да, опять же, научиться, попытаться стоит, но если есть такие проблемы, как протрузии, например, то есть не обязательно применять, ну, к примеру, классическую Классического технику. приседания. Можно взять упражнение колодец, отлично подойдет, или то, что Андрей показал, приседание Сумо с с гантелей. гантелькой, да. Ну, что-то в этом духе применять надо, но оно не будет как бы для этой категории, также я бы отнес, наверное, плюс-минус. 50 на Поставил. 50. То есть оно в обойме должно быть, но оно не будет доминирующим, потому что слишком много рисков, которые, возможно, будут неоправданы. Там человек, который возрастной, он уже не сильно хочет прям массу накачать, как молодые, неважно. Но он мужчины. пришел за здоровьем, Он пришел и за здоровьем, да. чтобы стать крепче и держать тело в тонусе. И так как риски остаются, поставим плюс и минус. То есть упражнение должно быть в обойме обязательно, но в той или иной степени в зависимости от индивидуально. Женщины возрастные, я думаю, тут практически то же самое будет ситуация. Больше нет, чем да, и 60 Наверно, на 40, да, я бы да, сказал. я бы тоже так сказал. 60 на 40. Женщинам возрастным уже подойдут другие, более щадящие упражнения. Там больше проблем по-женски, не будем их сейчас озвучивать. Да. Кто знает, тот знает, о чем мы говорим. Поэтому, наверное, поставим даже минус, Минус. объективно для Минус. возрастных женщин. С этим упражнением разобрались, переходим к следующему. Итак, второе упражнение, как мы уже показали, это приседание в ножницах. Заметьте, не выпады, а приседание в ножницах. Сейчас объясню почему. Когда у нас стойка фиксированная, то вам не нужно делать постоянный шаг при выпадах, да, с перемещением. Вам не нужно задействовать стабилизаторы, которые влияют на колено, соответственно. Штангу направляющих. Не только в смите, я и за ту штангу. То есть, соответственно, можно сосредоточиться на самой непосредственно технике, сет, встал, и на весе, на приличном. И Поэтому, максимально сконцентрироваться, чувствовать мышцу, да, которую вы Поэтому прокачиваете. начинаем с начинающих. То есть однозначно плюс, потому что можно использовать больший рабочий вес. Да. Мужчинам и женщинам, я думаю, молодым подойдет. Вопрос какой интерпретации, опять же, как мы уже обсудили, у кого там квадрицепсы большие, то есть можно делать в смите, плюсы какие в смите, для начинающих особенно, да? Особенно штанга в направляющих, она никуда не денется. Безопасность коленного Безопасность сустава. однозначно, да. Вы выставили И четко. поясницы, кстати, тоже. Да, да, Вас да. никуда не завалит ни вправо, ни влево. То есть для начинающих машина Смита вот такие вот выпады. А вес Самое можно то. взять вполне приличный. И как показывает практика, даже совсем начинающие, даже девчонки, даже здесь мы потом покажем вышагивание назад, также хорошо У делают. них проще и сразу получается все. Да, штанга, именно такие же приседания в ножницах со штангой. В принципе, также, но, как мы уже сказали, это сложнее, это самое, наверное, базовое, но оно и более эффективное для тех, кто хочет все-таки набрать мышечную массу,
для тех, кто хочет увеличить силовые показатели. Если человек прошел уже совсем подготовительный этап, вышел в приседе на определенный вес, только тогда можно переходить к этому упражнению. Но оно бомбическое, поэтому по поводу плюс-минус. Ну, в принципе, для Плюс. мужчин молодых однозначно плюс, для девчонок, ну, наверное, тоже плюс. Тоже плюс. Теперь возьмем возрастных мужчин. Ну, тут, наверное, Ну, я тоже скажу плюс. Просто все зависит от веса и штангов направляющих, и тоже все будет четкая координация, и А техника, и свободный все. вес? А свободный вес 50 на 50, и а даже гантельки, минус. как ты показал, А гантельки 50 на 50. вот. Итого, то есть все-таки мы больше отдаем предпочтение по поводу возрастных спортсменов машине Смита. Да. Как минимум из-за безопасности, потому что люди пришли за здоровьем, и безопасность на первом месте, поэтому плюсы упражнения со штангой. Плюс они И еще не чувствуют и не умеют контролировать Они нивелируются. вот этот Плюс момент. хронические болячки, которые почти у всех сейчас есть, там они могут обостриться. Поэтому в этой интерпретации плюс для возрастных и мужчин, и женщин. Гантельки, которые ты показал, я бы тоже, наверное, плюсу отдал бы. Потому что гантели можно взять маленькие. Да. И чем еще особенность этого упражнения? Его можно сделать как бы две цели решить. То есть кто-то хочет сделать квадрицепс больше, Кто-то хочет например, ягодицу. мужчина. То есть меньше включаем спину, больше акцентик, перебинтовали коленко. Девчонки любят убрать квадрицепс из работы, растянуть тазобедренный сустав и больше включить ягодичную. Оно упражнение многофункциональное. Поэтому почему так много плюсов? Особенно гантели, машина Смита подходит и возрастным плюс, и женщинам, и мужчинам плюс. То есть женщина может взять две гантельки после определенного адаптационного периода и также делать, не хватая штанги тяжелые в руки или еще что-то. Да. То есть Поэтому делают плюс руки. однозначно. Поэтому возрастным также плюс-плюс. Ну, штанга, я бы сказал, наверное, минус, да? Кроме Возрастным молодых, женщинам, да. возрастным женщинам, возрастным мужчинам со штангой выпады Минус. минус. Переходим к следующему упражнению. И следующее упражнение, которое Андрей назвал своих любимых, это гак присед. Этот станок у нас комбинированный. В данный момент он выполняет функцию гака. И сейчас Андрей покажет функцию тренажера для приседаний, то, что больше любят женщины. И вторая интерпретация, которая особо любима женщинами, девушками, наверное, многих возрастов, это именно функция тренажера для приседаний. Любят потому, что здесь очень большой изгиб в тазобедренном суставе, угол задается и, естественно, ягодичная нагружается. Но, как видите, квадрицепсы, колени также в работе. Об этом сейчас будем говорить. Смотрите, друзья, только что Андрей показал первую версию гак присед, да? В чем, в принципе, функция гака? Отключить спину, максимально Однозначно. подгрузить Изолированное квадрицепс. упражнение на квадрицепс. Начинаем опять, не будем долго ходить вокруг да около, изолированно квадрицепс. Парням, молодым, однозначно плюс, начинающим. Девушкам, те, которые хотят квадрицепс, тоже плюс. Те, которые не хотят, минус. Или же тоже можно использовать девушкам, я использовал в свое время, если гак как бы позволяет технологично. Другая двигаться. конструкция гака. Если девушке, например, тяжело осваивать приседы, но надо потихонечку развить ножки, ножки тоненькие, а ей надо их все-таки подкачать, его можно как Ну, это идеальный вариант. использовать при подводящее упражнение. И потом уже после него, вот там жима ногами, перейти к более серьезным приседам. Поэтому молодым, в принципе, поставим плюс. Возрастные. Мужчины плюс, я бы сказал. Мужчины плюс, но тут я бы сказал 50-50 в зависимости от нагрузки на колени. Немногим возрастным колени выдержат гак. По моим наблюдениям. Ну, согласен. Просто Для мышц, да, плюс. Спина фиксируется, тоже плюс. А вот для колен, для половины будет, наверное, все-таки минус. Поэтому возрастным 50 на мужчинам, 50. я бы сказал, плюс-минус к возрастным мужчинам. Ну и к возрастным женщинам Минус. однозначно минус в этой категории будет. Теперь разберем вторую технику, которую ты показал, как тренажер для приседания. Ну, опять же, молодые парни, в принципе, можно для общего развития. Плюс. Девчонки. Однозначно точно плюс. так же плюс. Мужчинам я бы не знаю. Минус. Возрастным, наверное, в ну, принципе, не то что сильно минус, а он бесполезен для них. он даже не бесполезен, а опасен, потому что выгибая так поясницу, там больше рисков, чем пользы. То есть ягодичным в таком прям развитом супер виде именно от этого, чтобы так ее грузить и рисковать поясницей, не так ягодичная Нет нужна. смысла вообще. А женщинам, ну это уже очень индивидуально, возрастным. Ну, это плюс должен быть продвинутый 50 уровень. на 50. Итак, возрастным мужчинам минус, возрастным женщинам плюс-минус ставим. Вот, в исполнении тренажера для приседаний.
И следующее упражнение – выпады. Выпады с изменением расстояния, с перемещением. Андрей показал ту версию, которая, по нашему мнению, наверное, все-таки больше другим подходит. Это можно назвать их вышагиваниями, можно назвать выпадами в машине Назад. Смита. Да, назад, можно делать вперед. В чем суть? В том же, как и в обычных приседаниях, то есть стабилизация колена здесь гораздо упрощена, так как и спины. Упражнение, ну, по себе знаю, люблю его, кстати, делать, когда особенно на облом, когда еще, то есть, заходит мягко, да, большинству спортсменов, наверное. Поэтому сразу молодым начинающим и парням, и девчонкам однозначно плюс. И даже я, наверное, и возрастным, и мужчинам, и женщинам отнес бы его к плюсу. Конечно, они берут свой вес и делают это, во-первых, очень Здесь, хорошее да, упражнение. во-первых, если И на выносливость. но и на машина всё. Смита должна быть хорошая, с противовесом, а не такая, как это Василовская, там, где ролики там стирали стружку. У нас с тут этой хорошая машина Смита. Да, здесь машина Смита сама по себе очень мягкий ход, и поэтому, ну, слава богу, практически во всех залах такие. Она имеет противовес, ход мягенький, подшипники правильные, игольчатые. И вот это вышагивание дается очень мягко, то есть нет крайних точек, которые надо преодолевать, либо спиной, либо коленями. Поэтому всем 4 категориям ставим плюс. Теперь показываю следующую интерпретацию. Что ты скажешь по поводу этих выпадов, что я только что делал? Ну, новичкам, мальчикам и девочкам однозначно плюс. Однозначно плюс, ну, я не знаю. Но из 10 человек 2 или 1 будут делать неправильно, и тяжело будет им это все преподнести. Все остальные, как показывает опыт, рано или поздно все делают красиво. Вот. Мужчинам, рано или поздно, да. подожди, не надо до мужчин. Рано или поздно. То, что я заметил, часто косяк, когда тренера слишком рано дают эти выпады, Ну, мало это- у кого ни хрена не получается, Ну, ребят. это потому, Там что надо тренера пройти виноваты. базу, сначала построить однозначно присед, без И него, вот там вот выпады потом поделать. научиться делать нечто подобное, либо с гантельками на месте хотя бы, не перемещаясь. В чем сложность? Постоянно надо следить за длиной шага, раз. Постоянно надо следить за спиной. Поясницей, 2. Поэтому И за я бы, координацией, наверное, 3. это упражнение все-таки Ну, 50 на 50, 50 я на хочу сказать. 50 поставил бы даже молодым и начинающим. Ну, вот из того, что я видел. Особенно, когда тренер вот, молодой хочет показать богатство своих знаний. Это такой калич в зале смотришь, просто жалко людей. Их кривит со стороны в сторону. И один Они валится на падают. колено, другой еще куда-то. Помнишь, как вот не будем говорить, у кого там, чувак вообще на шпагат и садился, пока себе ногу вывихнул. Я не знаю, куда смотрел тренер, но у них там был какой-то свой садомазо-договорняк, непонятно. Поэтому молодым, как ни крути, именно начинающим, это упражнение классно делают, как ни крути, продвинутые. Оно в основном для продвинутых. Поэтому, ну, плюс-минус с большой натяжкой молодым. Про возрастных вообще молчу. Минус, только минус. Однозначно минус, да. И у нас остается последнее упражнение, но оно не последнее в рейтинге. Это жим ногами. Сейчас Андрей покажет, как он делает его для квадрицепса. Давай, на трубу. А я сделаю его, как любят девчонки делать. Итак, в этом станке можно делать на самом деле действительно пару вариантов. Вот Андрей здесь любит, как и я, в принципе, качать квадрицепсы. Здесь очень хорошо регулируется спина. Наклон платформы у нас нерегулируемый, но за счет наклона спинки можно себе подобрать то, что надо. Можно менять положение стоп. Самый большой плюс. В принципе, колену можно выбрать безопасное положение, это раз, и поясницы тем более, это два. В зависимости от стопы выше-ниже, шире-уже. Если добавить бинты, то для коленей вообще будет безопасно, даже по сравнению с гаком. Ну так делать не надо, это уже личное его изобретение. Также можно стопы поставить повыше, когда видите, угол в колене будет меньше. И больше будет находиться в напряжении задняя поверхность бедра и доходит аж до ягодичной. Девчонки любят так делать. Единственное, конечно, здесь в этой технике нельзя злоупотреблять весом, чтобы у вас таз не завернулся наверх. Но в общем и целом достаточно безопасно. И как показывает опыт и практика и опрос, большинству людей, да, наверное, почти всем, очень комфортно. Что, замечательный жим ногами. Как вы увидели, на примере, допустим, Андрея, для проработки квадрицепсов подходит в принципе всем категориям, всем четверым. Мужчинам, начинающим, парням вернее,
однозначно можно безопасно после тех же приседаний изолировать спину, выставить удобно стопы, нагрузиться хорошо и не рискуя травмировать спину, прокачать хорошо, то есть попалить кучу калорий и всего остального. Девчонкам, как показал я, можно сместить акцент повыше, сдать акцент на бедра. заднюю поверхность бедра вместе с ягодичной. Возрастным спортсменам, у кого проблемы со спиной или с коленями, здесь и там безопасно, и мужчинам, и женщинам, когда надо прокачать нижнюю часть тела. Поэтому этот тренажер Все получает все 4 плюса. И теперь подведем небольшой итог. Какие же упражнения все-таки получаются, или тренажеры, лучшими, несмотря на бытующее мнение? Ну, Итак, из того, что мы выходит с у тобой нас- провели, это жим ногами и все-таки Смит. И Смит. Да, как бы там ни говорили, но если взять те категории, еще раз напомню, мы говорили о категориях, которые нуждаются в нашей помощи. Мы не говорим о кросс-спортсменах, мы не говорим даже о продвинутых любителях, мы говорим о начинающих, как молодых, так и возрастных спортсменах, которые обращаются за консультацией к тренерам, которые просто приходят за здоровьем, ну, с разными целями, как набрать массу молодым, так и просто поддержать здоровье. Поэтому, как ни странно, приседания, да, оно в обойме. Все эти упражнения замечательные, как я сказал, это все инструменты, которые служат для выполнения поставленной задачи, для достижения поставленной цели. И используя их все в своей обойме в той или иной степени, вы получите свой результат, добьетесь цели. Используйте правильно, с удовольствием, будьте с нами, а мы прощаемся. До новых встреч. С вами был Константин, Дмитрий. И Андрей. И мы благодарим клуб «Оранж» за предоставленную возможность для наших съемок. До новых встреч!